Всем доброго дня, с вами WebVolp, и это первый видеоролик формата подкаста, а если быть точнее, то Волпкаста. Название видеоролика, если что, не кликбейт, скорее просто моя забавная теория, которая недавно возникла в моей голове, и причем, на свое удивление, в интернете я не нашел совершенно никакой информации об этом. Собственно говоря, по этой причине и решил сделать видео по этой теме. Теория заключается в том, что вселенная мультсериала Gravity Falls и вселенная игр Древние свитки является немного взаимосвязанной и похожей. По крайней мере, в некоторых основных моментах. Это только моя забавная теория, и я, конечно, не на полном серьезе об этом говорю. Если кто не знаком с творением Алекса Хирша или играми Тодда Говарда, то зачитаю вам их краткое описание. Gravity Falls — это анимационный сериал, по сюжету которого 12-летние брат и сестра проводят летние каникулы в небольшом городке Gravity Falls у своего двоюродного дедушки, который владеет туристической хижиной чудес. В самом начале место кажется скучным, но потом начинает происходить сверхъестественное. Пересмотреть захотелось. Какой же замечательный мультик, господи. И, собственно говоря, весь сюжет строится на загадках и тайнах, которые персонажам предстоит раскрыть. Древние свитки, в свою очередь, это обширная фэнтезийная вселенная, которая известна нам по серии одноименных RPG-игр от компании Bethesda. На данный момент всего есть 5 основных частей. Тодд Говард, мы уже купили все переиздания Скайрима на всех платформах. Когда же будет 6-я часть? Так вот, я недавно играл в последнюю часть Древних свитков и заметил некоторые интересные совпадения. С Gravity Falls я просто начал об этом размышлять, потом некоторые моменты сопоставил, и вот что вышло. Я понимаю, что в основе как этих игр, так и мультсериала жанр фэнтези, поэтому выделил 5 фактов подтверждения теории, которые мне показались, скажем так, наиболее значимыми и совпадающими. Первым фактом является то, что в Gravity Falls, как и в Древних свитках, антагонисты, то есть противники главных героев, обладают невероятными и в то же время похожими способностями. В мультсериале Gravity Falls главным антагонистом является магическое создание и могущественный демон Билл Шифр, тогда как в играх Древних свитков таковыми являются хоть и второстепенные, но не менее опасные демонические сущности, назовем их так, которые называются Даэдра. Способности Билла нам раскрывают в 19-м эпизоде первого сезона, если я не ошибаюсь, который называется «Пленники разума». Как можно заметить из сравнения, большинство из его способностей совпадают со способностями Даэдра, способности которых описаны в игровой книге под названием Даэдра. Например, ясновидение, неосязаемость, контроль физического тела, пирокинез, телекинез и телепатия. Возможно, некоторые я забыл, и есть и другие похожие способности, но вот те, которые вспомнил, они совпадают. Помимо этого, что важно, Билл Шифр, так же как и представители Даэдра, имеет возможность заключать контракты с тем, кто его призвал, что, честно говоря, вроде естественно для демонов и прочих подобных персонажей, но все равно я считаю, что вот такая вот интересная схожесть. Вторым фактом является то, что в Gravity Falls, как и в Древних свитках, антагонисты имеют специальные средства, назовем их так, с помощью которых они в своей истинной форме перемещаются между мирами. В каноничной книге создателя мультсериала Алекса Хирша, которая известна нам как «Дневник номер 3», говорится, что Билл Шифр захватил и превратил в логово для себя и своих прихвостней клубящуюся, вечно движущуюся межгалактическую пену между измерениями, лишенное законов и стабильности пространство между мирами, известное как «Царство кошмаров». При этом, что интересно, возможным средством перемещения в город Gravity Falls для Билла становится вселенский портал, который построил Форд, если вы помните. И при этом, внимание, Билл не просто хочет приобрести физическую форму после своего перемещения, но и объединить свое царство с Землей.
Идем дальше. В игровой книге древних свитков, которая называется «Врата Обливиона», говорится, что Daedra принадлежит множеству иных миров, известных одним словом как Обливион. При этом возможным средством перемещения Daedra в Нирн, то есть в мир смертных, становятся так называемые «Врата Обливиона». Такими вратами, например, в игре The Elder Scrolls 4 под названием Oblivion воспользовался, хотя, будет точнее сказать, пытался воспользоваться Мирунас Дагон, который также хотел разрушить барьер между мирами и превратить мир смертных в часть своих владений, разрушения и хаоса. Третьим фактом является то, что в Gravity Falls, как и в древних свитках, есть секретные объединения, которые прямо или косвенно помогают антагонистам главных героев. В Gravity Falls такое объединение нам показывают в 7-м эпизоде 2-го сезона, который называется «Общество слепого глаза». Участники этого общества используют специальное устройство — стиратель памяти, и насильно стирают людям память о сверхъестественных событиях, которые происходили в городе, что хоть и косвенно, но, как я считаю, помогает Биллу Шифру держать людей города в неведении и впоследствии легче управлять ими. В древних свитках, а именно в 4-й части, в игровом мире есть некий культ мифического рассвета. Участники этого культа являются фанатичными последователями одного из представителей Daedra, Мирунаса Дагона. Они открывают для него врата Обливиона и позволяют начать вторжение в мир смертных. Помимо этого, что также интересно, участники общества слепого глаза и культа мифического рассвета, как вы видите, я потом сделаю картинки на экране, имеют достаточно похожую форму, что мне тоже показалось забавным. Четвертым фактом является то, что в Gravity Falls, как и в древних свитках, есть своя версия апокалипсиса, который начинается после разрушения барьера между мирами. В Gravity Falls подобный апокалипсис начинается в конце 17-го и начале 18-го эпизодов 2-го сезона, который возникает в результате высвобождения межпространственной трещины. Билл Шифр приобретает физическую форму, становится, как он говорит, многомерным, и предстает перед жителями города Gravity Falls, после чего начинается событие, известное как Странногеддон. В древних свитках похожий апокалипсис происходит в 4-й части игровой серии. Фанатичные последователи Daedra открывают врата Обливиона. И под конец сюжета 4-й части сам Daedra, Мирунас Дагон, также приобретает физическую форму и предстает перед жителями имперского города, если вы помните, кто играл в Обливион. Данные события впоследствии стали известны как «Кризис Обливиона». И, наконец, пятым фактом является то, что в Gravity Falls, как и в древних свитках, есть подобие некоего идеального мира, который создается главными антагонистами, но, как вы понимаете, в качестве ловушки для персонажей. В Gravity Falls такое место появляется в 18 и 19 эпизодах 2-го сезона и называется «Тюрьма Мейбл» или же «Мейбл Ленд», в которой Билл Шифр заключает Мейбл после начала апокалипсиса Странногеддона. Место заполнено счастливыми и красочными объектами. Помимо этого, оно создает иллюзию обеспечения всех, кто там находится, всем тем, что они желают. В древних свитках подобное место появляется все в той же 4-й части игры во время событий кризиса Обливиона. Daedra Мирунас Дагон отдает главе своего культа мифического рассвета Манкару Камарану артефакт, который называется Мистериум Заркса, и с его помощью тот создает собственное царство на просторах Обливиона, известное как Рай Манкара Камарана. В этом месте также есть красочная природа, но все оказавшиеся там последователи культа, за исключением его главы, страдают в этом месте от созданий Обливиона и считаются по сюжету игры попавшими в ловушку Daedra. Собственно говоря, это самые похожие моменты, которые я заметил между мультсериалом Gravity Falls и серией игр «Древние свитки». Хоть эти вселенные, конечно, и не являются едиными, хотя
кто знает. Но такая вот забавная теория у меня в итоге получилась. Было бы правда интересно посмотреть на коллаборацию Алекса Хирша и Тодда Говарда, но кроме шуток. Сам мультсериал и игры мне очень нравятся, и даже в формате такой теории похожие моменты правда выглядят очень интересно. Но лично для меня. На этом все. С вами был WebVolp. Берегите себя.